Так, в тысячный раз напоминаю, что топить смартфоны неразумно в принципе, потому что любой смарт, опять же, если даже будет утоплен, это все равно проблемы с гарантией. Это в принципе поход куда-то, возможно восстановление данных. И то, что я делаю, это исключительно для контента. То есть вам так делать не надо. Но чтобы не думать, что у вас умрет S23 Ultra в первую же секунду, по идее не должно. Потому что у меня так умер только iPhone 14 Pro. К слову, его потом реанимировали. Но история, что с IP68 что-то погибало, это только про iPhone. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, вы увидите мой обзор на Samsung S23 Ultra. Что я с ним уже делал? Я уже его топил для вас, в начале ролика вы это увидели. Я уже его бросал не для вас, но для себя. И не специально. Почему? Потому что я решил по наитию многих носить данный смартфон без чехла. Никому не советую ни яблоко носить без чехла, ни это дело, только если вы не планируете эти смартфоны покупать заново. Потому что когда есть у вас определенная сумма денег, чтобы покупать такие смарты, логично, что вы не собираетесь ходить с коцками, жесткими царапинами на экране или еще чем-то. Если экран, допустим, на яблоке у меня не поцарапался и на Samsung, то коцок достаточно, как только я снимаю чехол. Но это лирика. Что я хочу сказать про этот смартфон? Первое. Здесь уже стоит последнее обновление. То есть я специально ждал, как и в S23, чтобы они все допилили, и мне потом подписчики не говорили, что Саня, ты тестируешь устройство, ты его хейтишь, они его чуть-чуть не допилили. Что сегодня? Сегодня здесь самый неудачный Snap Gen 2 для Samsung. Почему? Потому что только 1 миллион 100 с лишним тысяч баллов. К слову, если вы собирались приобретать этот смартфон, смешно, но вы можете не смотреть этот обзор, я вам сразу его советую, это раз. А второе, если вы сомневаетесь, то обязательно обзор посмотрите, потому что у этого смартфона просто море подводных камней. То, что могут смартфоны за $200, к сожалению, некоторые сценарии этот смарт не может. Да, у нас здесь есть S Pen, это великолепная штука. Здесь у нас Victus второй версии, реально смартфон у меня, когда падал, не разбился, не поцарапался. У европейского сегмента он царапается и бьется только в шум. У нашего сегмента YouTube вы можете посмотреть, ничего не бьется. Непонятно, сколько там смартфонов, правда, тестировали для того, чтобы не билось. Но, допустим, поверим. Что мы знаем об этом смартфоне? Первое, его можно пощупать в любом магазине. Вы приходите и понимаете, что он большой. Если вам не нужен S Pen, то альтернатив у вас море. Если вам нужен S Pen, альтернатив у вас практически нет. Вы увидите легкое сравнение с iPhone 14 Pro Max по съемке. Спойлер, Samsung S23 Ultra рядом по видео, по мне, не стоял. Но у вас может быть другое мнение, для этого я и вставил примеры в свой обзор. В этих же условиях без родовских микрофонов вы увидите на 2 смарта, плюс улица, ну плюс все как всегда. На лайв-канале, так как этот реально девайс очень интересный, у меня уже 3 маленьких обзора, это покатушки ночью, днем, использую этот смарт как GoPro камеру, один раз со стабилизатором, один раз без, и тест по автономности. Что там получилось по автономности и смог ли он Twitch осилить, как и смарты, повторяюсь, за $200, вы узнаете дальше уже в обзоре. В целом, 200 мегапикселей фото просто шик. В определенных сценариях использования он тормозит больше, чем любой смарт от BBK, но это все как у всех, потому что, правильно говорят, даже яблоко у меня иногда в телеге подвисает. Идеальных смартфонов не существует. Но чтобы узнать все подводные камни, смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой черной коробке из плотного картона, на которой есть изображение смартфона в минималистичном стиле, краткие характеристики и название модели. Упаковано все отлично, в комплекте же мы имеем сам смартфон, без защищенной пленки, хотя большинство так и будут его использовать, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документацию и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. И eSIM завести сюда возможность есть. Без блока питания и без чехла в комплекте, что стандартно для Samsung. Притом коробка становится все меньше и меньше. Как многие шутят, так дешевле транспортировать. Хотя я не думаю, что они миллионами их запихивают в машины, но, возможно, логика в этом есть. Габариты устройства составляют космические: 163 на 78,9 мм и на 9 мм. Вес 233 грамма. И когда вам говорят, что он реально не особо удобный из-за габаритов, задумайтесь, потому что стоит, наверное, сходить в магазин, повертеть его в руке. Он и правда чуть-чуть больше, чем мы привыкли. Наверное, адаптироваться за пару-тройку месяцев можно. Наверное, те, кто использует все время ультра, им это будет удобно.
удобно. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 мембендов 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок. Там много полезного, взаимопомощи. Мы друг другу там помогаем. И мой личный телеграм-канал, где я с вами делюсь результатами тестов до обзоров. Везде без мата. Полетели. Поставляется данный девайс в зеленой, черной, лавандовой и бежевой расцветке. Изменения в дизайне с S22 Ultra просто минимальные. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамка алюминиевая. Использовались переработанные материалы и натуральные красители. В руке без чехла лежит в целом удобно, но кто же его будет носить без чехла, не так ли? С одной стороны. С другой стороны, допустим, я сейчас взял манеру носить без чехла флагманы, но это такое себе. Почему? Потому что вероятность, что у вас там появятся коцки, почти 100%. Я бы советовал все-таки использовать защитный чехол и использовать защитную пленку. Хотя, если вы тестировщик или блогер, разумеется, лучше носить без чехла, чтобы показать, что произошло со смартфоном. Я Samsung всегда без пленки использую, так же, как и айфоны, и да, они царапаются со временем. Материалы марки, но не сильно. Качество сборки отличное, как и качество материалов. Пользоваться одной рукой неудобно из-за ширины смартфона. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, за что отдельное спасибо. Файлы с видео просто моментально скидываются. К слову, я в телеграм-канал PolzaNet Live выгружал вертикальный тест на 12 минут в 4К 60 FPS с основной камеры при поездке ночью на байке. Я думаю, вам будет интересно, но смысл в том, что он весил всего 6,4 гигабайта. То есть, проще говоря, где-то 30 гигабайт будет весить час. Вот так. И когда вы с OTG-шечки 3.2 будете его скидывать, все будет хорошо и быстро. Также есть стандартный микрофон, а по звучанию мы имеем один основной динамик и один разговорный. И, к слову, всем, кто беспокоится, что вы не туда запихаете ключ для извлечения слота для сим-карт, вы можете запихивать его в дырочки куда угодно. Там эти 3 дырочки на дне у Samsung S23 Ultra, да, для динамика и микрофона, но вы их не проткнете, если туда запихаете этот ключ. Все-таки Samsung это продумал. Звучание здесь стерео, так как разговорный выступает еще в роли основного. Dolby Atmos на борту с 4 предустановками для различных сценариев использования. Ко всему есть еще Dolby Atmos для игр. 9-полосный кастомный эквалайзер, 5 предустановок звучания, технология Adapt Sound. Звучание качественное и громкое. Но вот Bluetooth кодеков нам пожалели. Конечно же, есть новый кодек SSC, который можно использовать с новыми наушниками от Samsung. ILDAC, aptX есть, но на этом все. Вибромоторчик тактильно приятный, и силу вибрации настроить можно. Хотя, опять же, я склоняюсь к тому, что у флагманов от OnePlus вибрация получше будет. А насчет звука от динамиков можно долго спорить, но это не самый топовый звук, что я слышал. На борту, разумеется, нет мини-джека и К-порта, но есть встроенное перо S Pen. Оно спрятано в корпус, достается легко, ко всему перо довольно удобное. Настроить работу S Pen можно в настройках на смартфоне. Из полезных функций есть разблокировка смарта с помощью пера. Можно использовать несколько S Pen, уведомление об отсутствии S Pen, настройка системных звуков и вибраций, но лично я им особо не пользуюсь. И да, вам будут рассказывать, что можно использовать его как Bluetooth-кнопку, допустим, так же, как вы можете использовать часы. Потому что, скорее всего, если у вас есть смартфон за энную сумму денег, довольно большую, логично, что вы умными часами можете пользоваться, а там есть как раз эта Bluetooth-кнопка. Да даже браслет поддерживает ее. Поэтому, если вам нужен S Pen, у вас альтернатив в принципе нет. На рынке нет устройств, у которых есть S Pen из флагманов, из А-эшелона. Если он вам не нужен, знайте, что вы за него переплачиваете. Корпус имеет официально защиту от влаги IP68. Разумеется, вначале я его топил. Если вы видите обзор, то, скорее всего, он не умер. Узнаете в конце, как и что с ним произошло. Смартфон оснащен дисплеем Dynamic AMOLED 2X LTPO версии 3.0 на 6,8 дюйма с разрешением 3088 на 1440 пикселей. Quad HD+, и глубина цвета в 16 миллионов. В настройках можно выбрать меньшее разрешение, к примеру, Full HD+, или HD+. Но вы не для этого смартфон с таким разрешением покупали, чтобы использовать меньшее, правда? Экран имеет слегка закругленные края и защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 версии. Тестов на YouTube много, половине я не особо доверяю, потому что они на зарплате, а вторая половина разбивает, но им тоже особо доверять не стоит, потому что им нужно хайпануть и набрать аудиторию. Истинно, я скажу где-то по мне посерединке. Я, допустим, долбать смартфон не планирую, и единственный смартфон, который я в принципе разбил, это был Samsung, но не флагман, это было лет 6 назад. Есть поддержка HDR10+, плотность пикселей хорошая, 500 ppi. Картинка четкая,
Четкая, яркая, с хорошей цветопередачей. Хотя многие считают, что цвета выкручены, но опять же, все ручками под себя можно настроить. Я могу хейтить Samsung за что угодно, но только не за то, как они делают экраны. Хотя в одном моменте я, конечно, буду их хейтить, вы услышите в чем. Пиковая яркость 1750 нит, при прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. В солнечный день пользоваться смартфоном можно без проблем, что неудивительно при такой яркости. Частота обновления экрана адаптивная 120 Гц, на выбор также есть стандартные 60 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат средненький. Шим, как вы видите, на экране не радует. Малейшее улучшение есть, конечно же, но он стандартный для Samsung. Они не думают о тех, у кого чувствительное зрение к шиму. Если вы посмотрите, опять же, несколько обзоров различных блогеров, шим вы этот увидите при любом раскладе. Особенно, если это не миллионники. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Сходите в магазин, посмотрите, какой экран. Лучше проведите за ним минут 20 и потом оцените, влияет ли это дело на вас или нет. Автояркость работает корректно и быстро адаптируется под смену освещения. Но я встретил странную надпись, в которой говорилось о том, что приустановлено повышение яркости для предотвращения перегрева устройства. Видимо, по яркости для Samsung это потолок на данный момент. Плюс не забываем, что на лайв-канале у меня есть тест данного устройства в Твиче, и мало того, что он вылетел из Твича через 15 минут, а это на минуточку Gen 2, так он еще и сбросил яркость через 13 минут игры, и вы сейчас услышите, надеетесь, наверное, Genshin Impact. Нет, Tactic Cool. Максимально адекватная игрушка, в которой у меня смартфоны даже среднего ценового сегмента не сбрасывают яркость. Но Samsung отличился, как всегда. Не комментирую, что есть, то есть. Знаете, очень часто люди говорят, ну ты не для игр смартфон же покупаешь. Конечно, нет. И не для съемки, и не для игр, правда? Для этого же есть ноутбук, а смартфон он так, чтобы показать кому-нибудь. Полноценный Always On дисплей, разумеется, в наличии. Мультитач, конечно же, есть. Экран берет все 10 пальцев одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, быстро, но не очень быстро, в отличие от остальных флагманов других брендов. Минус в том, что можно завести несколько одинаковых отпечатков пальцев, притом их максимум 4, а не 5 почему-то. И распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом, и зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица, но 2 раза, чтобы вас он лучше понимал. Допустим, в маске для примера. Рамки симметричные, небольшие, но есть подбородок, и да, он небольшой, но он есть. И к радости, установлен здесь процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, и вы уже обрадовались, но нет, там есть надпись For Galaxy, и, наверное, в этом вся причина. С техпроцессором он 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота его 3,36 ГГц, графический процессор Adreno 740, разумеется, стандартный обвес. Интерфейс One UI версии 5.1 на базе Android 13 версии. Само собой, если вы будете смотреть этот обзор уже через год, то операционки будут другие, они будут новее. Операционная система работает довольно быстро и корректно, только занимает операционная система 53 гигабайта. И сказать, что это перебор, это ничего не сказать, друзья. Я не знаю, что за юмор их преследует. Поддерживается функция Samsung DeX, Android Auto, функция мультиконтроль и так далее. Оперативная память LPDDR5X, разумеется, 8 и 12 гигабайт на выбор. Но посмотрите, как много пожирает просто система из этой оперативки. Ужаснитесь, скажите, что все в порядке и летим дальше. Внутренняя память, разумеется, UFS версии 4.0, потому что это Gen 2 и на выбор у нас 512, 256 и 1 терабайт. Напоминаю, карточку запихать сюда нельзя. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E серии, не 7. OnePlus тихо машет сторонки у него, пусть он деактивирован, этот Wi-Fi 7 был на старте продаж, но он у него в перспективе, а у Samsung его физически нет. Поддержка 5G сетей, разумеется, в наличии, что для большинства из нас не актуально. Для 4G есть 7, разумеется, и 20 бенд. Связь смартфон ловил хорошо, звучание во время разговора отличное, микрофоны с датчиком приближения не подводили. Bluetooth последней версии 5.3 Low Energy, NFC поддерживается, можно установить Samsung Pay и MirPay. К слову, Samsung Pay уже научился народ расплачиваться, если вам лень MirPay устанавливать. GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал отличный результат в 12 часов 52 минуты, осталось еще 20%. Но тест я проводил с автояркостью, адаптивными 120 Гц. Work Performance стандартные 15500. Смартфон поддерживает зарядку на скромные 45 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную. И это даже вроде бы и неплохо, потому что другие смартфоны данной линейки поддерживают 25 Вт. Заряжается он от 0 до сотки примерно в районе часа. При том, что на 25-ваттной зарядке он заряжается буквально на
минут 7 медленнее. При просмотре видео на YouTube у меня уходит 8%, при подключении по Wi-Fi в играх с одновременным стримингом уходит 21%. Только вы не сможете оценить все полностью, потому что он у вас вылетит через 15 минут, как будто он стоит 1012. Но это, как говорится, лирика. Он же перегрелся, он же устал, он же сбросил яркость. Логично, что он из Твича будет вас выкидывать. Перейдем же к тестам. Процессор тротлит, но не так, как у S23. Результат в тротлинг-тесте 256 гипсов минимально, максимально 456, в среднем 366 гипсов на 100 потоках при 40 минутах. 40 минут по мне ему хватило, я думаю, вы со мной согласитесь. В Geekbench в сингл-коре 1464, в мультикоре 4768, как и в S23. 3D Mark показал, в принципе, ожидаемые результаты. Wildlife Stress Test 3790, Wildlife Extreme Stress Test 3795, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Вантуту выдал результат чуть более 1 миллиона 100 тысяч попугаев. Storage тест показал отличные 134 тысячи. Стресс-тест прошел не лучшим образом, если не сказать худшим. Результаты теста искусственного интеллекта 3 миллиона 880 тысяч. Переходим же к камерам многострадальным. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 сенсоров и одной LED-вспышки. Основной широкоугольный сенсор Samsung ISO Cell HP2 на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией, лазерной автофокусировкой. Сверхширокоугольный сенсор Sony IMX564 на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и автофокусом. Далее есть два телефотосенсора, один с 10-кратным оптическим зумом, а второй с 3-кратным. Ко всему есть еще 100-кратный цифровой зум. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS и, конечно, 4К 60 FPS также на борту. Притом отметьте, в 8К не 24 FPS, а 30, а вот у 4К, отметьте, все еще 120 FPS нет. Фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. И в стоке имеется много различных интересных режимов вспомогательных функций, не только. Отмечу отличный ночной режим, режим астрофото, хотя уже не одна статья и не один ролик выпущен, что это просто ИИ. То есть это не фотографирует смартфон, это он вам подбирает красивую картинку. Но делает это хорошо. Expert RAW 200 мегапикселей для фото, которые постоянно слетают, это безумно бесит, особенно если вам необходимо в 200 мегапикселях постоянно фотографировать, как бы лично я не устанавливал, у меня слетает. Возможно, когда вы будете уже видеть этот обзор, либо лайфхак появится, либо новая прошивка, либо вас это раздражать не будет, но вот пока так. Про режим для видео, панорама, портретный режим, как для фото, так и для видео, кинорежим и так далее. Камеру S23 Ultra достойные, так как качество фотографии отличное, с приятной цветопередачей, скинтоном, детализацией и работой со светом. Но минусов не обойтись. Фронтальный сенсор и основной сенсор в локации с недостаточным освещением шумят при видеосъемке конкретно. Если сравнивать с iPhone 14 Pro Max в плане фото, то сказать, что он точно лучше снимает, невозможно, так как в некоторых случаях яблоко проигрывает в плане работы со светом и детальности при макросъемке, но выигрывает в других моментах. Лица и их натуральность лучше получается у яблока. Грубо говоря, все зависит от локации, освещения, ну и от прямых рук. Я, конечно, предпочитаю яблоко, но Samsung показал себя достойно. Конечно, большинство функций и различные возможности данного устройства многим и не нужны будут, но тому, кто хоть немного любит экспериментировать, снимать фото и видео на смартфон, я думаю, они лишними точно не будут. Короткие примеры вы сейчас увидите, только помните, что все может стать с обновами лучше или хуже. И, к сожалению, с автофокусом, как я не радовался первое время, Samsung в S23 Ultra не справился. Он не может снимать так же, как iPhone, к сожалению. И пример съемки основной камеры в 4К 60 FPS. Кто заметил, что я вначале в примере использовал 13 Pro Max, на который уже больше года не могу сделать обзор, никак руки не доходят, тот молодец. Вот так будет снимать основная камера. Повторяюсь, мне скинтон больше нравится на iPhone, вы можете не согласиться. По поводу микрофонов, вы слышите, как микрофоны работают относительно родовских микрофонов, которые я использовал сейчас в начале ролика, и Sony FX3 камеры, разумеется, в автомате. С светом здесь все волшебно, со звуком все волшебно быть не может, но что яблочный микрофон мне не очень нравится, а самсунговский мне нравится больше. Опять же, решать вам, это основная камера.
Теперь, разумеется, ультраширик в 4К 60 FPS у Яблока и у Samsung S23 Ultra, но напоминаю, что Яблоко мной просто замучено. В плане чего? В плане того, что я на айфоны в принципе снимаю свои ролики, то есть все подсъемы практически, что вы видите, они на айфоны. Я с удовольствием бы поменял их на Android. Почему? Потому что удобнее перекидывать лично мне по кабелю. Облако это всегда хорошо, но не везде есть гигабит, поэтому я стараюсь найти какую-то альтернативу. Пока альтернатив не нашел. Samsung S23 вы видите ультра. Фронтальная камера 4К 60 FPS, это Samsung, и это у нас наш любимый iPhone. Что я хочу сказать про Samsung. У Samsung в стоковой камере обалденная функция. Вы можете переключаться на основную камеру с фронталки. И с одной стороны, может быть, кому-то это неудобно, но мне вот, допустим, даже как для обычного использования, не для обзоров, это просто классная штуковина. Особенно если ты где-то гуляешь. Понятно, окно в окне это круто, но очень часто это выглядит колхозно, особенно после того, как ты снимешь и потом смотришь все это дело. Если же ты используешь камеру из разряда вот там всем привет, о, смотрите, и потом никакого монтажа вам не надо. Просто выливаете все это дело в YouTube, так же, как я вылил с S23 Ultra, и радуетесь. С фронталкой мы запомнили, еще примеры будут. Как говорится, начало конца 4К 60 FPS на iPhone 14 Pro Max, стоковая камера, и на Samsung S23 Ultra. По стабу пока Samsung выигрывает. Будем смотреть, что по остальному будет. Вот по остальному можно еще слегка поспорить. Но опять же, вспомним, что я снимаю в 4К 60 FPS. Вы видите все это с YouTube, пережатое, после рендера, после всяких банкетов. И то, что я вижу сейчас, это абсолютно даже не то, что я буду скидывать. Почему? Потому что все это обрабатывается у айфона, допустим, вообще постобработка сумасшедшая. Ты видишь одну картинку, в итоге у тебя получается совсем другая, когда ты ее выгружаешь. И да, она становится лучше. Но вот вам яркий пример. Ну, вы поняли, да? Кто там говорил, ну, главное, сложные условия обстановки, и Samsung себя покажет. Как-то, если честно, я планировал его хвалить. Но я, наверное, в ролике буду его хвалить. Ну вот. Но он вытягивает что-то. Но лучше бы не вытягивал. Хотя, опять же, смотря как смотреть. Последняя обнова встала. Я специально ждал, когда они пофиксят все уже. Просто все пофикшено. Что можно и что нельзя. И обратите внимание на самое верхнее окошечко. Левое. Что яблоко вытягивает оттуда. Одинокий источник света. А для Samsung это один сплошной источник света. Я думаю, что вы сами видите сейчас, как это выглядит. Ну а здесь все просто. Опять же, у кого больше информации. Потому что здесь уже не из разряда, кому что больше нравится. Здесь четко видно, что информации дает больше яблок. Яблок, iPhone. Вот. И я удивлен, если честно. Потому что по фото, конечно, по фото они еще поспорят миллиард раз. Притом Samsung миллиард раз выиграет по мне, особенно в сложных условиях. А вот по видео сами видите. 4К 60 FPS тоже штатная камера у Яблока, штатная камера 4К 60 FPS у Samsung. Самс видно кропает, поэтому стаб, скорее всего, у него будет лучше, но не факт. Вот так вы ночью сможете снимать с этих двух магических устройств. И напоминаю, что в ролике я сделал отдельный ролик по поездке с Samsung S23 на байке. И если вам это дело зайдет, то я эту штуку буду продолжать. Но для этого вы должны как-то среагировать, потому что флагманы есть. Мы хотим знать, приблизились ли они к GoPro-шкам, нашим любимым, единственным и неповторимым супер экшн камерам. Смотрим. И фронталка в плюс-минус тех же условиях, что и была основная камера. Вот так вы сможете себя снимать. Можно сказать, под ужасным источником света. Допустим, так, как там любят делать один из популярных ведущих и популярных музыкантов. Пошли, да? Лифт, наш любимый лифт. И с iPhone 14 Pro Max я сравнивал безумное количество устройств. Если вы будете реагировать из разряда «Саня, жги, S23 Ultra я себе оставлю», хотя понятно, что он потеряет в цене, и может быть когда-нибудь через год я его продам чуть ли не в половину, а может быть вообще не буду продавать, потому что Samsung на руках это всегда хорошо.
Они, конечно, подло, как и яблоки, допиливают свое устройство так, что есть смысл только их аксессуарами пользоваться, я имею в виду наушники и часы. Но так делают все, в принципе. Вот так снимает основная камера в 4К 60 FPS на обоих устройствах. Как работают микрофоны, вы слышите. Ну, не знаю, по мне, неплохо. Вот они, флагманы, да? 4К 60 FPS, основная камера iPhone, основная камера с Samsung S23 Ultra, ночь, пляж. Веду максимально плавно. И вам в первую очередь решать, где информации больше, где меньше. По фото, разумеется, по зуму, по полной программе яблоко проигрывает. Устали, 4К 60 FPS фронталка, Samsung и iPhone. Как говорится, все final. Видите стаб, видите картинку, видите, что позади меня, или не видите, допустим, здание, очертания и все остальное. И все. 4К 60 FPS, запись в лифте, и ничем он не отличается, в принципе, от смартфонов любых других брендов. В лифте что угодно пишет плохо, потому что плохое освещение, плюс еще и аудио не фонтаны. Плюс я смотрю здесь, как у Honor, мерцание. Не все ловят это мерцание. 4К 60 FPS и моя любимая локация ночная. Много света противного, но в целом смарт и по стабу справляется, и по, в принципе, передаче цветов. То есть вот это все, оно не максимально яркое. Золотой здесь золотой, серебряный серебряный, желтый желтый, вот этот вот бледный. А вот с автофокусом ночью без радости, но смотрите, какой плавный. Ага, плавный не плавный, не хочет он на него переключаться. Очень нравится мне, как сам снимает. Даже с одной руки хочу отметить. И если брать X, максимум X10, даже ночью неоновая вывеска. 4К 60 FPS, и вот так выглядит улица с S23 Ultra. 24 уже жду 24-й. Фронталочка. Смотрим роллинг шаттера. Фронталка 4К 60 FPS, ночь, и так, разумеется, делать не надо. С одной стороны, с другой стороны вы можете посмотреть, как камера снимает движение еще и ночью. Пусть даже не особо быстро, но это пока не особо быстро. Вот сейчас нет, сейчас не будет быстро. Сейчас либо будет жестко, либо быстро. Может и будет. Посмотрим. К чему это все? К тому, что вот так камера будет стабилизировать фронталку по движении на байке со скоростью где-то километров 50 в час. Разумеется, ветер задувает довольно сильно, но в целом позади меня даже что-то различимо. Ну а теперь 4К 60 FPS, основная камера, ночь, байк. И вот так вы сможете снимать движение объекта, допустим, с огоньками. Довольно неплохо, кстати, снимает. Еще и учитывая, что мы едем довольно быстро. Очень неплохо, очень. Все различимо практически. Можете ставить на паузу и смотреть. 4К 60 FPS. Утро. Туман. И съемка довольно неплохая, я вам скажу. Максимум X10. Все плавно и красиво. Ультраширик 4К 60 FPS. Закат. Ну и немного фронталки в закате. 4К 60 FPS, S23 Ultra. Немного краснит, но в целом неплохо. Сейчас все-таки поймал скин-тон нормальный. Но здесь кто не начнет краснеть, когда тебе в сенсор лупит солнце, на которое невозможно смотреть. 4К 60 FPS, и впервые вы видите эту локацию не ночью, а днем. Это у нас Samsung S23 Ultra. Съемка с одной руки. И такая громадина, разумеется, от того, что я хожу, немного трясется. Но картинка трясется минимально. По мне, опять же, то, что я вижу. И вот эти вот штуки вы видите практически в каждом ролике ночью в сравнении камер. И по стабу, и по тому, как они выглядят.
В принципе, как и вот эту локацию. И то же самое в 4К 60 FPS. Фронталка. Та же локация. Но вот у меня сейчас ощущение, что чуть ли не киношная картинка. Надеюсь, что я ошибаюсь. Иначе Samsung достиг предела, наверное. Ну, все хотели, чтобы показал, как основная камера работает на лицах. Вот, пожалуйста, 4К, 60 FPS. Всем привет. 4К 60 FPS, фронталка, и вот так снимает один из самых крутых смартфонов по съемке. Но, да, кстати, поймал. Против солнца. Молодец. Нравится вам? 4К 60 FPS, ночное видео. И вот сейчас вы видите, как я стараюсь с двух рук довольно плавно снимать много разных объектов. Если брать иксы, то здесь можно, разумеется, довольно быстро приближать до X10. И даже ночью что-то да видно. Но невооруженным взглядом, конечно, видно больше. Немного в примерах фронталки. К слову, основная камера OS-23 Ultra слегка подтормаживает, когда ты выключаешь видео. 4К 60 FPS, без всяких сравнений. Разумеется, Samsung. Разумеется, давай скажете: Саня, не беги. Разве кто-нибудь покупает устройство почти за 100 и бегает с ним? Все двигаются максимально плавно. Плавно. Шучу. Ну, хорошо снимают. Хорошо. Но как раз вот в таких устройствах интересны микролаги, правда? 4К 60 FPS, и не обольщайтесь по поводу камеры на 200 мегапикселей. Вам придется каждый раз заново заходить и менять на 200 мегапикселей. То есть это дело не сохраняется. Матрица? Нет, вот так. И это неудобно. И вот без сравнений 4К 60 FPS пример фронталки. Вот так вы сможете себя снимать. Роллинг шаттера нет. Это хорошо. А самое приятное — включаться на основную камеру и продолжать съемку. Не все так могут, а это очень полезная функция. Очень. Много кого выручало, не раз. Так, записи фронталки в поездке будет, но это будет мягкая, медленная поездка. Вот из разряда, наверное, метров 30-15, потому что, как вы прекрасно понимаете, ночь. Надеюсь, вы меня слышите. Не стоит так делать. Снимать одной рукой, ехать другой рукой. Нарушение всех возможных правил. Но если никто не видит, никого рядом точно нет, и рука на тормозе, то можно попробовать. Во всяком случае, вы увидите пример и услышите пример. Говорю в каску. Не уверен, что вы будете хорошо слышать. И сейчас будет такой же пример на основную. И такой же пример поездки на основную камеру. Недолго, медленно. Съемка с одной руки. И я думаю, что тех же 15 секунд будет достаточно. Почему? Потому что всегда можно поставить на паузу, всегда можно посмотреть исходник в моей личной телеге, попросить там дополнительные фотографии, скину. В основном я в зипах скидываю. И все сразу станет понятно. Вот насколько камера справляется, вам оценивать. 4К 60 FPS, предметная съемка, ночь. И вот на этом я тестировал данное устройство. Вот так примерно будет работать у вас ночью автофокус на Samsung S23 Ultra. И почти. А вот я хвалил его, но ночью он меня не воодушевил, да? Ну ладно, все бывает, так сказать. Вот это автофокус ультраширика ночью, и он работает лучше. Что за матрица? Минусы: скромный комплект поставки, скромная поддерживаемая зарядка, нет поддержки Wi-Fi 7 серии, мало Bluetooth кодеков, процессор тротлит, притом люто, лютые шумы в темных участках при видео и фотосъемке, не способен даже стримить, что способно детище от BBK за долларов так 200, и сбрасывает яркость в игре при максимальной яркости, притом это даже не ультра яркость, там есть ползуночек, и это печально. Цену посмотрите по ссылке в описании к видео, она становится все меньше и меньше, в принципе все как всегда у Samsung'ов, но все равно есть какой-то предел. Не забываем об этом. Я все время вспоминаю, как я S22 Ultra на высоком курсе за 160 тысяч покупал. Я аж заикаться начинаю. И мне кажется, что этот смартфон стоит более чем лояльных средств. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть Oppo Find X6 Pro, который, конечно, еще отсутствует в глобале, но будет послезавтра утрировано. И еще много интересных смартфонов. Единственное, не вспоминаем про Huawei с этим бедным старым железом без 5G за космические деньги. Но в целом на канале будет
будет все, что я перечислял, как раз сравним. Этот смартфон я, скорее всего, оставлю. Напишите, кстати, в комментариях, оставить его или нет, для того, чтобы сравнивать с другими. Потому что 200 мегапикселей и X10 здесь, конечно, нереально шикарные. Ну и чем бы мне хотелось резюмировать? Смотрите, в первую очередь я бы хотел отметить какую штуку. Если вы используете чехол, что на яблоке, что на Samsung S23 Ultra, если этот правильный чехол, ничего у вас играть не будет. Второе, напоминаю, что все советы не использовать чехлы, в первую очередь чехлы, это советы маркетологов. И чтобы вам кто ни говорил, разумеется, я там буду для красоты стараться носить все это дело без чехла. Почему? Потому что у меня есть iPhone 13 Pro Max, и если этот выйдет из строя, я дам его в ремонт, а тот сделаю. Но опять же, это утрировано профдеформация. Если бы я не занимался блогингом, то я бы так не делал. И поэтому никому, в принципе, не советую. Второй момент. Если говорить о Samsung, что мы с вами выяснили? Throttling у Gen 2 здесь просто бомбический, и 1 миллион 100 тысяч баллов это очень мало для данного смартфона. Второе, мы выяснили, что 52 гигабайта занятой системы это просто космос. И я не знаю, до какой степени нужно быть криворукими, чтобы сделать такие объемы. Может быть, оно надо кому-то, но хорошо. Допустим, третье мы выяснили, опять же, по минусам. Я систематизирую для вас, что фотографировать на него долго, реально долго. Он долго разблокируется относительно флагманов от тех же Vivo. У него, к сожалению, для меня не идеальная эргономика. Возможно, для кого-то она идеальная, но руку нужно и правда иметь большую. У него бесполезный для многих S Pen. Вы можете придумать сценарий использования, но очень часто, пусть даже продавцы айфонов, правильно вспоминают, что как много людей вы с этим S Pen видели. Спойлер, мало, но вы за него при любом раскладе будете платить. Если говорить об автофокусе, я скажу, что он меня еще меньше порадовал, чем в S23. А в S23 он меня, кстати, радовал. Я не знаю, почему в Ультре он работает хуже. Притом в ультраширике он мне даже больше понравился. Четвертый момент, разумеется, как GoPro его использовать нельзя. Напоминаю, что на лайв-канале у меня есть тест, где я его использовал без DJI. На байке и с DJI. Таким образом, кстати, можно оптостап убить. Лучше так не делать, как я делаю. Пятый момент из минусов. В Твиче стримить вы со смартфона практически за 100 тысяч рублей не сможете. Это факт, потому что он вылетает и сбрасывает яркость даже в тактикуле, который вообще не тяжелый. Где-то через минут 14. Люди мне начнут писать, что у яблока тоже есть сброс яркости. А зачем мне об этом писать, если я об этом говорил? Но если их сравнивать лоб в лоб конкретно для меня, хорошо, здесь есть сброс яркости, у Samsung есть сброс яркости, но одинаково тормознутая зарядка, кстати, это шестой момент, тормознутая зарядка в 45 Вт, это тоже выглядит издевательством над пользователем в 2023 году. Но у этого дела реально великолепный автофокус для предметов. И большинство, по факту, из операторов для YouTube снимают на эту штуку не зря. Если говорить, опять же, еще о каких-то минусах, помимо тротлинга процессора, который я не понимаю, как они создали, этот смартфон обладает просто космическим шумом. Цифры вы видели, вы можете интерпретировать их как хотите, вы можете рассказывать про какие-то уловки и какую-то особенную штуку, как, допустим, в Oppo Find X6 Pro придумали для того, чтобы у вас не было нагрузка на зрение. Я отвечу вам просто. Идите в магазин, постойте перед телефоном 20 минут с максимальной яркостью и решите для себя. Восьмой пункт, и очень важный, это автономность. Если говорить об автояркости, там все было по автономности, вы видели, волшебно. Если говорить без автояркости, по автономности все очень плохо. Почему? Потому что 7 часов, которые он не выбивает в PC-марке, говорит о том, что данное устройство абсолютно не предназначено для каких-то вещей из разряда игр, опять же. То есть он будет высаживаться у вас очень быстро в нули. Зачем нам максимальное разрешение 120 Гц, если мы не можем их использовать, потому что он будет разряжаться быстро? Если в сценарии использования, где разряжается быстро какой-нибудь бренд BBK либо Xiaomi, мы имеем зарядку в 100, 120, 200 Вт, то здесь у нас зарядка 45 Вт. И либо вам сидеть на зарядке, либо вам понимать, что в определенных сценариях использования данный смарт ни в коем случае нельзя юзать. Девятый момент, это серьезный, то что Samsung конкретно падает в цене, то есть я подождал буквально 2 недели с начала продаж, он упал на 30 тысяч, сейчас повысятся таможенные пошлины, напоминаю, скорее всего они будут от 200 евро или от 500 евро, это значит, что товар свыше 2 или 500 евро вам придется платить. Кто это сделал? Ну, разумеется, ВБшечка с Озоном упросили владельцев налоговых сборов сделать нам такую радость, чтобы мы покупали у них. Но после всего вышесказанного, я повторяюсь, это самый лучший флагман на андроиде, который я встречал. Почему? Потому что все, что могли Samsung, сюда запихали.
Здесь и правда крутая камера, пусть она и тормознутая для фото, но она нереально крутая. Если говорить о съемке, вы сами прекрасно видите, я его зацепил на DJI, на лайв-канале, катался на байке, и он просто бомбически снимал. Я бы не сказал, что хуже яблока, может быть, какими-то моментами даже лучше. Если говорить о защите от влаги, но она нужна, она реально нужна. S Pen, может быть, для кого-то и правда будет помощью какой-то, я не знаю, может быть. Насчет падения цены, но мы покупаем устройства для того, чтобы мы ими пользовались. Эта штука, я уверен, что у пользователя, в принципе, прослужит года 3. Я не буду говорить, что она внешне не отличается от S22. И что мы, покупая iPhone 14 Pro Max, просто бегали за Dynamic Island, по факту. А все остальное это мелочи жизни. Вы мне сейчас про процессор напишите, про экран, еще про что-то. Но признайтесь себе, если у кого есть яблоки, почему вы купили новое? Вот из-за этой дырки. Подытожив, я хочу сказать, что Samsung все еще впереди планеты всей. Если брать совокупность минусов и плюсов, то никакие там Vivo X90 Pro Plus я бы не выбрал. В первую очередь, наверное, по той причине, что в глобальной версии они стоят примерно так же, а на выхлопе Samsung, по мне, более качественный, в принципе, во всех вопросах. Но вы можете со мной не согласиться. Самое главное, что я хотел до вас донести, идеальных вещей нет. Вы можете усомниться в моем выводе, но результаты тестов вы видите сами, может быть, еще на лайв-канале погоняю его. Разумеется, на S23 Plus обзор тоже будет. Оставить этот смартфон или нет, скорее всего, решать вам. Пишите в комментах, оставить или нет, тогда буду сравнивать его с другими устройствами. Мне он понравился, но габариты где-то за пределом разумного, вот для меня. И опять же, я понимаю, что там 5000 я переплачиваю за S Pen, 5000 за то, что я не могу играть на Snapdragon Gen 2, хотя хотелось бы, серьезно, экран-то большой, красивый. Шим космос, вот эти вот все моменты. Ну, это потому что профдеформация, я все эти минусы знаю. Возможно, для вас нужна звонилка большая, с большим красивым экраном, с которым вы будете контачить 1,5 часа в день. Это волшебная штука. В противных случаях смотрите альтернативы, можно выйти в 2 раза дешевле, найти что-то, что реально будет решать задачи, те, которые S23 Ultra решить не смог. Обзор долгий, готовился к нему долго, тестировал много. Надеюсь, кто-то оставит комментарий больше 5 слов. Если оставили, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да за просмотр тоже спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Пишите, продолжать сравнивать флагманы друг с другом или нет. Потому что, еще раз, выводы могут быть разные. Но хотите ли вы видеть примеры, это вопрос. Вы же моя аудитория.